Как-то давным-давно на Востоке жил один мудрец, и пришли как-то раз к нему 5 молодых, сильных мужчин. Все они были разными, но связывала их одна единственная мечта – найти свое счастье в этой жизни. Они попросили у мудреца совета, как можно достичь счастья, на что мудрец дал им карту, на которой и был обозначен путь к заветному счастью. И лежал этот долгий, сложный путь через красивые места, живописные страны, загадочные пещеры и земли. Отправились спутники в дорогу. Долго ли, коротко ли они шли, но вот, пройдя 5-ю часть пути, один из них сказал, что ему надоело идти по дороге, и вернулся обратно, не найдя счастья. Спустя какое-то время, когда позади осталось 2/5 всего пути, второй юноша сказал: «Старик обманул нас, нет никакого счастья», и вернулся назад. Прошло еще много времени, прежде чем больше половины дороги осталось за плечами. И тут третий юноша не выдержал и повернул назад со словами: «Я верю в счастье, но я не смогу его найти». Свой путь продолжили 2 последних юношей. Они продолжали идти, строго следуя карте. Один из них был весел, общался с людьми, которых встречал по дороге, наслаждался пением птиц в таинственных лесах, с улыбкой встречал рассвет. А второй шел хмуро, ни на кого не обращая внимания, злясь на то, когда же наконец закончится этот путь. И вот, долгожданный день настал. Путники свернули за последний поворот, и вот, оказались перед вратами родного города, куда и привела их карта. Веселый, жизнерадостный юноша бросился в объятия своих родных и близких, которые ждали его так долго. Со временем он нашел в своем городе девушку, полюбил ее, женился и стал счастлив. А второй, хмурый путник, разочарованно вернулся к своей обычной жизни, так и не найдя счастья. Спустя какое-то время юноши встретились и решили спросить мудреца, зачем он обманул их, дав им карту, которая на самом деле вела не к счастью, а обратно домой. Выслушав жалобу юноши, мудрый старик ответил: «На самом деле я не обманул вас. Та карта, которую вы получили, и правда вела к счастью, но только 3 из вас свернули со своего пути, кто раньше, кто позже. Один из-за лени, другой из-за недоверчивости, третий из-за недостаточной веры в себя. Нет разницы, по какой причине вы свернули с этого пути. Нет также разницы, на каком отрезке это произошло, так как результат был одинаков. Вы не нашли своего счастья». На это хмурый юноша, дошедший до конца пути, сказал: «А как же я, старик? Я ведь дошел до своей цели. Но почему же я не нашел счастья?» Мудрец ответил: «Ты шел, не разбирая пути, отвергая те красоты, которые окружали тебя. Ты не видел людей, ты не слышал пения птиц. Твоей целью стало не счастье, а лишь окончание пути. Поэтому ты не нашел счастья». И тут молвил последний юноша: «Скажи мне, мудрец, зачем ты меня послал в столь дальний путь? Да, я прошел его с улыбкой и в конце концов нашел свое счастье. Но ведь я мог его найти, не проходя весь этот путь». Мудрец покачал головой и сказал: «Тебе карту я дал для того, чтобы ты понял, что счастье не всегда бывает так далеко, как нам кажется, и не всегда долгий путь является единственно верным. Возможно, счастье совсем рядом. Но разве ты бы понял это, если бы тебе не пришлось пройти столько дорог на пути к нему?» Вот так и по сей день лень, недоверчивость, недостаточная вера в себя и неправильно поставленная цель мешают нам добраться до своего счастья, которое на самом деле находится не так далеко, как нам кажется.